6 яиц. На каждые 2 яйца у нас идет стакан сахара. Стакан 200-граммовый? Да, обычный стакан, вот чашка такая. 6 яиц, 3 стакана сахара. На каждые 2 яйца по стакану сахара. То есть примерно получается 600 грамм сахара. Ну да, где-то так. Венчиком взбиваем. Так, не до пышной пены, не до чего, просто взбиваем, чтобы это все перемешалось. То есть миксер не нужно? Нет, миксер не нужен. Для этого торта миксер вообще не нужен. Только для крема. Добавляем 2 столовые ложки меда на 2 яйца. Получается на 6 яиц у нас... 6 ложек. Да, 6 ложек. То есть получается 1 столовая ложка на одно яйцо. Да. Да. Ну, ложка такая полная, да, здоровая, хорошая. Так, перемешиваем мед тоже в однородную массу. На 6 яиц у нас идет 150 грамм сливочного масла. Масло должно быть твердое? Масло без разницы какая, твердое, мягкое, потому что мы сейчас это будем все на водяной бане варить. Сейчас это идет на водяной бане. Заранее ставим воду, чтобы она закипела. И вот масло добавляем и ставим на водяную баню, уменьшив огонь. И она у нас варится до тех пор, пока не растопится вот это вот масло. И время от времени перемешиваем. Так, да, так, без энтузиазма. Вот у нас масло потихоньку тает. Тесто заваривается. Главное, чтобы дно вот этой миски не дотрагивалось до воды. Масло растопилось. Тесто немножко заварилось. Сейчас мы добавляем соду. На каждые 2 яйца 1 чайная ложка соды. В данном случае у нас 3 чайные ложки соды на 6 яиц. 1, 2. Вот прям полная, да? Да, полная. И перемешиваем. Тут должна произойти реакция. Тесто густое такое становится. Вот оно густеет. С медом происходит эта реакция меда и соды. Такое тягучее, да? Тягучее, да? Да, такое тягучее тесто становится. Так, сейчас мы немножко добавим муки. Добавляем 180 грамм муки, чтобы заварить тесто. Обязательно просеиваем и перемешиваем. Перемешиваем так, чтобы не было комочков. И получается вот такое вот, как тесто, как на блины. Похож на блинное. Да. И вот это тесто сейчас мы завариваем до золотистого цвета. Это где-то полчаса. Вот с 1 стаканом муки, да? Да, вот. с 1 стаканом муки. Потом, когда она заварится, мы уже дальше добавляем оставшуюся муку и замешиваем тесто уже без водяной бани. И вот так нужно перемешивать постоянно? Можно перемешивать, у кого есть время. Я не перемешиваю, я просто оставляю, забываю, ухожу, свои дела делаю. Когда вспоминаю, прихожу, так перемешиваю, чтобы вот эти вот края собрать. Чем дольше будет завариваться тесто, тем карамельнее будет вкус. Ну, примерно около 30 минут, да? Ну, это самое маленькое время, самое малое время, 30 минут, да. Я завариваю и 40, и час могу заварить, смотря какой этот хочу, я медовик. Вставляем, да, и все, и ждем. Если вам видно, то оно начинает, тесто карамелизироваться вот от стенок миски, золотистый цвет дает отсюда. И вот периодически со стенок нужно собирать тесто. Ну, это не значит, что нужно постоянно без остановки помешивать. Вот вы вспомнили, что надо перемешать, идете, перемешиваете. Вот у нас прошло почти 50 минут, тесто вот в таком состоянии. Она у нас такого золотистого цвета. Чем меньше яиц теста, то есть если это на 2 яйца вы ставите тесто, то она быстро заваривается. За то, что здесь 6 яиц, у меня чуть-чуть подольше, да. И чем дольше, как я уже говорила, завариваете, тем карамельнее получается торт. Мы немножко еще минут 10 оставим и все. Скажите, из 2 яиц сколько коржей получится? Из 2 яиц должно получиться 4 коржа. Я советую всегда ставить на 4 яйца. То есть на 6 вы сейчас делаете большой тортик, да? Да. Вот у нас что в итоге получилось. Прошло где-то час. Выглядит очень аппетитно. Да, уже. вот такой рыжий красивый цвет должен получиться. Да. Ну, можете еще на полчаса оставить, он еще больше такой рыжий станет и вообще будет вкусный. Вот мы с водяной бани убрали. Сейчас мы будем замешивать тесто, добавляя муку. 180 грамм муки в эту чашку влезает. Сейчас посмотрим, сколько чашек уйдет. Так как мука разная, как возьмет тесто, посмотрим. Обязательно муку просеиваем. Добавили 1 чашку, потом перемешали, смотрим на консистенцию, да? Да. Еще 180, да? Еще 180, да.
Третью добавляю. Третью добавляем. Четвертую. А какая консистенция должна получиться? Консистенция теста, да, такое тесто, которое к рукам не липнет. То есть более гуще должно быть, да? Да, да. Чтобы мы могли его спокойно раскатать. Пятая чашка сейчас идет сюда, на доску. Перенести наше тесто сюда. И будем месить уже руками. Оно горячее бывает. Ну, надо как-то замесить, хоть и горячее. То есть горячим нужно замесить? Да, прям в горячем виде нужно быстро-быстро замешивать. И вот так горячим замешиваешь тесто, да? Так мы замешиваем тесто до тех пор, пока не получится такое не липнущее тесто к рукам. Если муки мало, мы еще должны подсыпать. Если вот здесь мука заканчивается, то она может вот так вот прилипать к доске, нужно вот так отдирать. Вот где-то полчашки еще подсыпаем муки. Получается как пластилин, да? Да. Похоже. Да. Кто-то ставит тесто в холодильник, но я считаю, что это не нужно. Не нужно? Нет, не знаю, почему его ставят в холодильник, с какой целью. Разные рецепты смотрела и ставила в холодильник тоже, я просто никакой разницы не увидела. Тесто есть тесто. Думаешь, достаточно? Так, это достаточно, да. Мы еще сейчас будем шарики, когда катать, мы еще будем муку подсыпать, и они уже так, там уже то, что не добрали, там возьмут. Сколько получилось? Так, сейчас посчитаем. 1, 2, 3, 4, 5, 16, 17, 18. Из 6 яиц. И каждый медовик из 4 коржиков, да? Обычно, да. Да, 4, получается... максимум 5 я делаю. Если кто-то 7 тоже делает, но он слишком высокий получается, его просто неудобно есть. То есть примерно где-то 4 хороших торта медовика получится. И сейчас вот сколько нужно вот так раскатывать? Сколько по времени? Да. Или как узнать, что готово? Что вот к руке не должны липнуть, вот к этому месту, пока не липнет, я их вот так вот в муке обваливаю и раскатываю. Скатываю в шарик. Хороший шарик получился. И так со всеми, да? И так со всеми, да. Даже пару минут, да, вот так тесто, вот Ну это да, комочки. минута, 2 минуты. На поднос убираем уже готовые шарики теста и будем отсюда брать и раскатывать. То есть ни в холодильник не надо ставить, ничего не надо ставить, делать. Ну, муку ты присыпала на это. Да, муку присыпала, чтобы они не прилипали. Вот так вот сверху тоже, если у вас место закончилось, можно посыпать мукой и сверху поставить. Так, вот мы начинаем раскатывать первый корж. Посыпали муки. Скалка нужна нам? Конечно. И какой толщины примерно должна быть? Ну, тонкие они должны быть, где-то миллиметров 2. Нужно следить, чтобы они не прилипали. Потом можно стряхнуть эту муку. И выпекаем при 200 градусах, да? Да, мы когда уже тесто заваривать ставим, мы уже включаем духовку, чтобы она нагрелась. Она должна хорошо прогретой быть. 200 градусов. 200 градусов, да. Ну, на моей духовке, по крайней мере, так. Я не знаю, у всех разные они. И сколько минут примерно печем? Минута 2 максимум. Вот у меня 29 сантиметров вот эта подложка, форма. Да. Я делаю такого размера, вот такого размера. Эти края мы сразу обрезаем после того, как уже испеклась. Это уже идет на посыпку. Вилочкой нужно обязательно проткнуть, чтобы не было пузырьков. Так аккуратно переносишь, да? Да, муку стряхнуть. Муку. Стряхнуть можно и после того, как испеклась, но мне нравится больше так делать. Ну, это сейчас мы так перенесли, потом противень будет горячий, потом нужно будет осторожнее, да, это все делать. Ставим в духовку. Духовка включенная вверх-вниз. То есть пока сейчас это печется, да, ты другую раскатываем. раскатываешь. Да. Так, пока все не закончится. Ну, в принципе, они быстро пекутся. Ровная, круглая, это разницы нет, потому что мы все равно будем обрезать после того, как испекся корж. Да. Главное, чтобы он был как бы чуть больше формы, да, той, которую вы, какого размера хотите вы. Вот, он должен быть вот такого вот
золотистого цвета обязательно. То есть он не должен оставаться бледным. Коржи очень нежные получаются. Края нужно обрезать, пока он в горячем виде. Потому что когда застывает, он как печенька начинает ломаться. Вот видите, он уже хрустит. То есть надо было еще быстрее, да? Это Ну, всё желательно, обрезать. да. Но часто тоже там хороший момент. Просто чуть дальше, если дольше оставить, то он уже все, его будет очень тяжело обрезать. Он будет ломаться. Такой вот внутри. Следующие коржи, чтобы было легче переносить, вот так вот можем сложить, как блинчик. Берем вот сюда, на противень, и выпрямляем, и все. Вот у нас готовое тесто. Его можно хранить, хотите раскатывайте шарики, хотите в целом виде целиком. Положили в пакет и в морозилку сколько хотите, месяц, 2-3, полгода. И потом достал, разморозил и печешь, да? Да, раскатала и печешь. А вот коржи уже готовые, вот они. Так вот я складываю, заворачиваю в пищевую пленку в 2 слоя. И все, они хранятся при комнатной температуре месяц спокойно. Понятно. 270 мл сливки. 2 пачки у нас. Это жирные сливки, да? Да, 33 или 35%. Так, добавляем вареную сгущенку, так как я захотела делать крем-брюле. Получается крем-пломбир с обычной белой жидкой сгущенкой. То есть можно и вареную, Можно и обычную, вареную, и можно невареную. обычную. Да. И обычно. Обычно просто белый крем со вкусом мороженого, как растаявший пломбир получается по вкусу. Очень вкусный крем. И такая же пропорция, то есть 2. 2 упаковки сливок по 270 мл и получается 397 грамм сгущенка. Все соединили и просто взбиваем на средней скорости. Немножко еще минутку забьем, и все, в принципе, крем готов. Такой вот консистенция она должна быть, вот как мороженое. Крем готов? Да. То есть консистенция как мороженое, да? Как мороженое, да, как густая сметана. Или густая сметана. Да. Собираем торт вот такими бортиками. Можно от съемной это использовать форму, можно такую, как у меня, специальную брать. И обильно смазываем кремом. Обильно, да, обильно хорошенько смазываем кремом. Здесь у нас 5 коржей сейчас пойдут в этот медовик. Ну, на 5 коржей этот крем достаточно. Достаточно или много даже, мне кажется, нет? Ну, смотря кто как любит. Если кто-то побольше любит крема, да, то что останется, вот я как раз сейчас говорила, можно заморозить, и будет мороженое очень вкусное. То есть 2 рецепта в одном. Из этого крема и мороженое, да? Да, вкусное очень получится? вкусное мороженое. Очень вкусное. Мои дети просто очень любят. В магазине такое точно не купишь. Попробуем. Ну и так далее, да, Да, собираем. да, всё, корж-крем, смазываем. как обычно. Я покажу, как стряхнуть муку. Вот обычная строительная щетка чистая. Мне больше всего нравится им стряхивать. Просто вот так вот аккуратно стряхивать. Обычно я на раковину делаю, на мойку на кухне. И все. Стряхнули. И крем почти весь ушел, И да? крем у нас, да, вот весь крем почти ушел. Ну, обычно на бока мало идет. Здесь вот на несколько мороженых осталось детям. Края у нас идут все в измельчитель. Измельчаем и делаем из них посыпку. Такая посыпка должна Да, получиться. очень приятная. Да, ну красивая такая, золотистая. Чуть-чуть, на бока много не надо, да? Да, на бока много не надо. Эти места выравниваем. Не нужно шпаклевать, там что-то делать, вот это шпателем, да, который как бисквитный торт, допустим. Ничего не надо, потому что это сейчас все посыпка перекроет. Когда я посыпаю торт, мне нужна максимально сухая поверхность, чтобы оттуда потом собирать вот этот вот лишнюю посыпку. Вот так вот беру, чисто и сухо должно быть. Обычно я это делаю на доске. Мне так удобнее. Я вначале края делаю всегда, а потом уже сверху посыпаю. И сверху сыпем. Если я делаю как бы не для дома, то я эти края все выравниваю. Это для себя готовим, поэтому нет разницы. Вот наш тортик готов. Перемещаем его в холодильник, желательно на ночь. Через 2 часа тоже как бы нормально, оно вкусное, бывает пропитанное. Если на ночь, то еще лучше будет, да? Если на ночь, да, он вообще будет. нежнее, да, еще Да. нежнее будет. Но он уже сейчас уже мягкий. Вот я трогаю, я вижу, что уже смягчился. Да, очень аппетитно, очень красиво выглядит, и я уверена, что очень вкусно. Да, это очень вкусно.